Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такое сказочное, симпатичное и милое существо, которое я назвал головоног, потому что у него есть только голова, большие глаза и две лапки, с помощью которых он передвигается по своему сказочному лесу. Вы можете сплести этого головонога, например, из светящихся резинок. Мне кажется, они ему очень подойдут. Или можете сплести из резинок разных цветов. Ну что, поехали! Приготовьте ваш станок. Открытые стороны столбиков должны смотреть вправо. Центральный ряд немножко выходит вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Плетение мы будем осуществлять вот на этой части станка. Плести нашего головонога мы будем с верхней части головы. Затем сплетем тело и в конце накинем ноги и завершим нашу фигурку. Итак, как я уже сказал, начинаем с верхней части головы, а на верхней части головы у нас находится что? Правильно, волосы. Поэтому мы с вами возьмем резинки тех цветов, которые будут у нас впоследствии волосами. Я возьму коричневые резинки, но вы можете взять, например, черные. Берем их по 2 штучки и накидываем с первого столбика дальнего ряда на второй столбик ближнего к нам ряда. При накидывании поворачиваем эту пару резинок восьмеркой и накидываем вот так. И получается, что эта резиночка у нас огибает центральный столбик. Он нам как бы мешает, но так как он есть, то получается, что эта резинка его огибает. Берем еще пару резинок и накидываем уже с первого столбика ближнего ряда на второй столбик дальнего ряда. Тоже при накидывании поворачиваем эту резинку восьмеркой. И она, конечно, тоже огибает центральный столбик. Берем еще одну пару коричневых резинок и накидываем с первого столбика центрального ряда на третий столбик этого же ряда. Тоже перекручиваем восьмеркой. Опускаем резинки все максимально вниз. И теперь уже берем те резинки, которые у нас будут для тела. Я буду использовать резинки оранжевого цвета. Сейчас и во всем дальнейшем плетении мы будем накидывать по одной резинке. Сейчас нам нужно вот так по кругу накинуть по одной резиночке на каждую пару столбиков. Раз, затем 2, далее 3, 4, 5 и 6. Обращаем внимание на боковую сторону столбиков и видим коричневые резинки нижнего ряда и оранжевые резинки верхнего ряда. На каждом столбике нужно захватить резинки нижнего ряда и с внешней стороны скинуть их к центру нашей окружности. Раз. На следующем столбике делаем то же самое. На третьем столбике точно так же поступаем. На дальних столбиках захватываем нижнюю пару коричневых резинок и скидываем все это к центру. И, наконец, на последнем столбике нам осталось сделать ту же самую операцию. Готово. На всех столбиках опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно будет вместо 6 столбиков сделать так, чтобы эти резиночки находились на 8 столбиках. И делаем это так. Сначала захватываем вот эту пару резинок и накидываем их на следующий столбик этого центрального ряда. Теперь нам нужно взять одну из резинок вот этого столбика, второй столбик ближнего к нам ряда. Здесь у нас 2 резиночки. Нам нужно захватить сначала верхнюю и обратить внимание на то, откуда эта резинка идет. В моем случае она, вы видите, идет вот с этого столбика. Если я вот так потягаю, то это хорошо видно. Поэтому эту резиночку мы с вами оставляем на данном столбике. И захватим, ну или можно вот так рукой сначала взять и захватить другую резинку, а эту вернем обратно. Другую резинку захватываем и видим, что она у нас идет вот с этого столбика. Поэтому накидываем ее на дальний. Получается, она идет вот так. А вот эта резинка идет вот так.
На этом столбике поступаем точно так же. Снимаем верхнюю резинку и смотрим, откуда она идет. Она идет у нас вот с этого дальнего столбика, поэтому мы с вами ее вот сюда и накидываем. А вот эта резинка, которая у нас осталась здесь, она идет на этот столбик. И у нас получилось с вами вместо 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Все правильно. И теперь накидываем уже на эти 8 столбиков обычный ряд из одной резинки на каждую пару столбиков. 2, вот сюда, 3, далее 4, 5. Обязательно предыдущий ряд опустите максимально вниз, чтобы вы очень хорошо видели, где предыдущий ряд, а где следующий. И не запутались в этом. И замыкаем круг. Замечательно. Ставим станок боком и снимаем резинки нижнего ряда. Здесь 2 резинки внутрь закидываем. Здесь 1 резинка внутрь. Здесь тоже 1 резинка, потому что мы с вами их разъединяли. Здесь 2 резинки с внешней стороны скидываем к центру. Здесь 1. Еще раз 1. 2. И 2 вот с этого первого столбика центрального ряда. Опускаем максимально вниз. И на следующем ряду нам нужно создать глаза. Сейчас мы с вами посмотрим, как это делается. Пока станок немножко отложим в сторону и возьмем одну резинку черного цвета и одну резинку белого цвета. Черную накручиваем на крючке 4 оборота. 1, 2, 3 и 4 оборот. Далее берем белую резинку и накручиваем 2 оборота с правой стороны от черной резинки. 1 и 2. И с левой стороны тоже накручиваем 2 оборота. 1 и 2. Теперь нам понадобится оранжевая резинка того же цвета, что и цвет тела. И вот эти оборотики белой и черной резинки нам нужно скинуть на одинарную оранжевую резинку. При скидывании обращайте внимание на то, чтобы черные у вас находились именно в центре, а белые по бокам, как, например, вот так, в моем случае. И теперь эту оранжевую резинку нам нужно накинуть на первый столбик дальнего ряда и на первый столбик центрального ряда. Вот один глаз накинут. Теперь точно так же нам нужно создать еще один глаз. И для этого вновь понадобится черная и белая резинка. Черную закручиваем 4 оборота на крючке. И белую точно так же, как чуть ранее, закручиваем 2 оборота с правой стороны и 2 оборота с левой стороны. Скидываем это все дело на оранжевую резинку. Тоже обращаю внимание на то, чтобы черная была в центре, а белые по бокам. И эту оранжевую резинку со вторым глазом мы с вами размещаем на первом столбике центрального ряда и на первом столбике ближайшего к нам ряда. Чтобы этот слой у нас получился целиковый, мы с вами должны на оставшиеся столбики накинуть одинарные резинки. Вот здесь уже накинуто с глазом, здесь тоже накинуто, а вот на эти остальные накидываем, что осталось. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И как обычно снимаем нижнюю пару столбиков с каждого, нижнюю пару резинок с каждого столбика. Опускаем на всех столбиках резинки вниз. Это нужно делать после каждого скидывания. И сейчас нам нужно сделать еще 2 обычных ряда, накидывая по кругу одинарные резинки и снимая предыдущий слой за последующий.
Теперь нам нужно сделать самый последний слой, но на последнем слое мы с вами должны накинуть ноги. Поэтому вновь отставляем станок немножко в сторону и готовим резинки оранжевого цвета. Делаем ноги. Берем одну резинку оранжевую, накручиваем на крючке 4 оборота. Отодвигаем ближе к корпусу, берем еще одну резинку и тоже накручиваем 4 оборота на крючке. Теперь возьмем 2 оранжевых резинки и все, что у нас сейчас находится на крючке, мы с вами должны скинуть на центр этой пары оранжевых резинок. Одна и вторая идет за ней. Размещаем примерно по центру и отпускаем то, что мы придерживаем пальцем. Теперь, чтобы нога была немножко более широкой, нам нужно еще вот сюда накинуть 4 оборота оранжевой резинки. Берем 1, 2, 3 и 4 оборота накидываем. Далее накидываем на крючок вот эти петельки, которые у нас остались от пары резинок. И у нас получается такая нога. Эту ногу нам нужно скинуть на одну резинку. Накидываем ее на крючок и аккуратненько, хорошо натянув все эти петли подушечками пальцев, мы их с вами скидываем на центр этой одинарной резинки. Теперь готовим наш станок и скидываем на те же столбики, на которые размещали глаза. То есть на первый столбик дальнего ряда и другую часть этой резинки на первый столбик центрального ряда. Вот одна нога у нас готова. Теперь точно так же сделаем еще одну ногу. Оранжевая резинка. Накидываем 1, 2, 3, 4 оборота. Ближе к корпусу крючка. Двигаем еще 1, 2, 3, 4. Тоже чуть-чуть подвигаем. 2 резинки теперь берем, накидываем на кончик крючка и скидываем вот сюда. Сначала 4 оборота одной резинки, затем 4 оборота другой резинки и размещаем примерно по центру. С пальца снимаем то, что у нас с вами там лежало, эту пару резинок. Теперь подвигаем ближе к корпусу крючка вот эту заготовку и накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота одной резинки. Возвращаем на крючок 2 петельки резинки. И вот эту заготовку для второй ноги мы с вами должны скинуть тоже на одинарную резинку. Все это дело подушечками пальцев натягиваем. И вот у нас вторая нога готова. Давайте разместим ее на центральном столбике, первом, и на первом столбике ближнего к нам ряда. Вот 2 ноги закреплены. И чтобы этот слой у нас был целиковый, нам нужно накинуть, как обычно, на оставшиеся пары столбиков одинарные резинки. Накидываем 1, накидываем 2, далее 3, 4, 5 и 6. Замечательно. Снимаем резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь овала. Будем считать, что та фигура, которую мы с вами сделали, если смотреть сверху, напоминает овал. Поэтому я и говорю, что скидываем с внешней стороны внутрь овала. Со всех столбиков. И с последнего вот этого центрального столбика захватываем нижнюю пару резинок и скидываем к центру. Замечательно. Все плетение мы с вами сделали. И теперь эту конструкцию мы должны снять со станка. Делаем это так. Заводим крючок, например, в этот столбик внутрь. Придерживаем резинки, которые на нем находятся, пальцем, чтобы они с крючка не слетели. И снимаем со столбика. Далее заводим крючок в следующий столбик. Уже здесь придерживаем резинки пальцем и тоже снимаем. Третий столбик. Поступаем с ним точно так же. 4-й столбик. Тоже снимаем, придерживая пальцем. Еще один. Еще один. Предпоследний столбик. И, наконец, последний столбик. Заводим крючок внутрь
захватываем резинки. И теперь снимаем то, что у нас сейчас сплелось со станка. Станок нам больше не понадобится, а на крючке у нас вот такое чудище, или даже правильнее сказать, такой чудик-головонок. Он пока плоский, посмотрите, очень плоский, но мы его сейчас набьем. А набьем резинками того же цвета, что мы с вами использовали и при плетении. Но кроме этого, его, конечно же, можно и обычной ватой набить. И сейчас еще обратите внимание вот на что. У меня сейчас ноги правильно стоят. Возможно, у вас они будут внутри. Поэтому вы на данном этапе попробуйте их изнутри выправить наружу. Это делается несложно. Просто выправляете или пальцем, или каким-то вспомогательным крючком. У нас здесь внизу, в нижней части, есть отверстие, в которое мы будем сейчас набивать резинки. Я беру, например, 3 штучки и стараюсь засунуть их внутрь вот этой головы. И аккуратно обращаю внимание на то, чтобы резинки у меня не слетели с крючка. Те, которые на крючке находятся. Беру еще 3 резиночки, тоже внутрь запихиваю. И нам нужно запихнуть такое количество, чтобы у этой головы была именно круглая форма, а не такая плоская, которая у нас получилась сразу после окончания плетения. Так. Давайте посмотрим. Уже что-то, да, уже совсем не круглая, а совсем не плоская, а очень даже круглая получилась форма. Но можно еще парочку резинок туда запихнуть. Запихнули. Да, я думаю, достаточно. Теперь возьмем одну резинку, и нам нужно все петельки, которые сейчас находятся на крючке, скинуть на эту одинарную резинку. Для этого нам ее нужно указательным пальцем максимально натянуть, а также натянуть те петли, которые находятся на крючке. И аккуратненько, нечаянно не захватив ничего лишнего и не забывая натягивать эту резинку, которую мы проводим внутри, мы протаскиваем ее сквозь все петельки, которые у нас на крючке были. И в идеале у нас не должно ничего захватиться лишнего. И вот эта резинка с другой стороны вытянута. Теперь из этой резинки мы делаем петельку. Захватываем одну ее часть и проводим внутри другой ее части, которую только что вытащили с другой стороны. Аккуратненько расправляем и затягиваем, насколько это возможно, вот эту резиночку. И у нас здесь петелька. Чтобы эта петелька не мешала, мы с вами ее попробуем куда-нибудь вплести. Я завожу крючок внутри ближних резиночек и просто стараюсь вплести вот эту петлю, чтобы она нам не мешала. Так, все, готово. Теперь расправляем глаза, стараемся придать голове круглую форму. И, в общем-то, наш головонок готов. Если вы хотите сделать ему причесочку или просто подвесить его, то делаю я это, например, так. Просто завожу крючок внутри верхних резинок, беру резинку того же цвета, что и цвет волос, и внутри провожу и делаю из этого петлю. Вот, уже можно куда-нибудь повесить или в машину, или на ключи. Если более пышную прическу вы хотите сделать, то так можно несколько раз. Например, еще раз заводим, вытаскиваем, делаем петлю, чтобы эта резинка никуда не делась. Затягиваем петлю. И вот уже 2 резиночки, но можно еще побольше сюда их наплести, а затем вот здесь разрезать ножницами. И тогда некое подобие прически у этого головонога получится. Ну вот, я надеюсь, что урок этот вам понравился, и вы сделаете себе таких головоногов разных цветов. Вот видите, здесь у меня разрезаны верхние резиночки, и получились такие рожки или редкие волосики. Делайте их разных цветов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, понравился ли вам этот урок. До новых встреч, пока!